Всем привет! Сегодня мы узнаем, как сделать недеструктивный скейл костей. Как вам известно, повернуть кость в мохе можно только по одной оси. И чтобы сделать имитацию поворота кости на камеру или от камеры, нужно менять ее длину. Иными словами, менять параметр scale. Но проблема в том, что scale кости пропорционально сжимает то, что к ней прикреплено, и может искажать соединение в локтях, коленях и других суставах. В данном примере хорошо отображена эта проблема. Исправить ее очень просто. Нужно добавить 2 дополнительных кости у основания и вершины основной кости по ее направлению. Затем точки на стыках отвязать от основной кости и привязать к дополнительным. Повторим то же самое для кости бедра. Выделите дополнительные кости, зайдите в меню Bone Constraints и назначьте им параметр Ignored by Inverse Kinematics, чтобы они не блокировали инверсную кинематику основных костей. Нужно также убрать радиус влияния. Так как при скейле основной кости дополнительные кости меняют только свою позицию, а не длину, все соединения будут всегда сохранены. Как бы мы ни растягивали ногу персонажа, колени всегда сохраняют свою форму. К дополнительным костям можно привязать и другие кости, которые позволят вам контролировать места стыков и не расползутся при скейле. Это позволит защитить крепление ног или рук к туловищу. Этот метод также отлично подходит для растровых персонажей. В этом случае вам нужно сделать 3-ю дополнительную кость посередине, чтобы отдельно контролировать промежуточную часть, не задевая края. А на крайние кости добавите еще кости так, чтобы отделить ими стыки от области, которая должна деформироваться. Основная кость при этом вообще не должна оказывать никакого влияния на растровый слой. Она просто управляет дополнительными костями, которые деформируют растр. На среднюю кость нужно назначить основную кость в параметр Scale Control Bone и разрешить 3 костям оказывать влияние на растровый слой. Для этого нужно на него перейти, выделить кости и нажать Bone Use Selected Bones for Flexi Binding. Повторим то же самое для голени. Осталось назначить параметр Ignored by Inverse Kinematics и посмотреть, что же получилось. Как было до и как после. Когда доделаете структуру костей, вы можете спрятать все дополнительные кости. Так как они выполняют пассивную функцию, можно смело забыть о их существовании и использовать визуально простой скелет. Таким образом, вы можете имитировать повороты конечностей на камеру и сохранять при этом целостность вашей модели. Учтите, что перенасыщение костями растровых персонажей может ударить по производительности и снизить FPS во вьюпорте. Векторные персонажи, имея дополнительные кости на руках и ногах, работают достаточно быстро и не снижают FPS. На этом все. Всем пока!